2023 году американский военный корабль зафиксировал на дне Бермудского треугольника объект правильной формы, симметричный, размером с небольшой город. Данные засекретили в течение 48 часов. Официального заявления не последовало, но данные утекли. И сегодня мы разберем все, что известно. Бермудский треугольник – район между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Площадь – около 1,3 миллиона квадратных километров. За последние 100 лет здесь исчезли более 50 кораблей и 20 самолетов. Официально. По неофициальным данным, в несколько раз больше. Люди, грузы, техника, без следа, без обломков, без объяснений. Официальная наука десятилетиями говорила одно и то же. Человеческая ошибка. Плохая погода. Обычная статистика. Lloyd's of London, крупнейшая страховая компания мира, официально заявила, что Бермудский треугольник не является зоной повышенного риска. Страховые ставки там стандартные. Казалось бы, вопрос закрыт. Но в 2015 году что-то изменилось. И после этого официальная наука замолчала по-настоящему. В 2015 году американские исследователи из университета Саутгемптона опубликовали спутниковые снимки. На них кратеры. Огромные воронки на дне Бермудского треугольника. Диаметр до 800 метров, глубина до 45 метров. Ученые объяснили это взрывами метановых гидратов. Пузыри газа поднимаются со дна, нарушают плавучесть кораблей, те тонут за секунды. Объяснение логичное, научное, убедительное, но оно не объясняет исчезновение самолетов и не объясняет то, что нашли на дне в 2001 году. 2001 год. Исследовательское судно в 2 километрах от западного побережья Кубы. Оборудование для подводного сканирования фиксирует аномалию. Исследователи опускают камеру. То, что они видят, меняет все. На глубине 700 метров каменные структуры, правильные, геометрически точные, улицы, пирамиды, здания, площадь объекта около 2 квадратных километров. Канадские исследователи Полина Зелицки и Пол Вайнцвейк провели там несколько экспедиций. Они привезли футаж, они привезли образцы, они привезли данные. Потом тишина. Исследования прекратились, публикаций больше не было, финансирование закрыли. Почему? Это хороший вопрос. Зелицки дала несколько интервью до того, как замолчала. В одном из них она сказала прямо: «Мы нашли то, что не должно там быть». После этого интервью больше не было. Но подводные структуры у Кубы не единственная аномалия в этом районе. В 1968 году у берегов Багамских островов на глубине 6 метров водолаз Джей Мэнсон Валентайн обнаружил ровную дорогу из каменных блоков. Дорога Бимини. Сотни блоков правильной прямоугольной формы, уложенных в 2 параллельные линии. Уходит в глубину океана. Официальная геология объяснила: природное образование. Натуральное расслоение известняка создает такие формы. Но в 2006 году геолог Грег Литтл провел повторный анализ. Он обнаружил под видимыми блоками второй слой блоков. Природные камни так не лежат. Это строительство. И вот здесь начинается самое интересное. Возраст этих блоков. По данным радиоуглеродного анализа, около от 8 тысяч до 10 тысяч лет. 10 тысяч лет назад уровень Мирового океана был на от 60 до 120 метров ниже. Это значит, когда эта дорога строилась, она была на суше. Кто-то построил ее на берегу моря 10 тысяч лет назад, до того, как воды поднялись. Кто это был? Эдгар Кейси, американский ясновидящий, в 1930-х годах предсказал конкретно. Он сказал: в конце 1960-х годов у берегов Бимини будут обнаружены остатки Атлантиды. Дорога Бимини нашли в 1968 году. Совпадение? Может быть. Но Кейси также описал конкретные структуры. Залы, хранилища, пирамиды. На глубине. В этом регионе. И в 2001 году их нашли. У берегов Кубы. Теперь о том, что происходит в небе. Потому что Бермудский треугольник – это не только корабли, это самолеты. В декабре 1945 года 5 торпедоносцев американских ВМФ вылетели на плановое патрулирование. Рейс 19. 14 опытных летчиков. Все 5 самолетов исчезли. Поисковый самолет, отправленный за ними, тоже исчез.
Итого 6 самолетов, 27 человек, без следа. Радиопереговоры зафиксировали последние слова командира. «Мы не знаем, где мы находимся. Океан выглядит не так. Мы не можем определить направление. Опытный летчик над знакомым маршрутом вдруг не может определить, где он. Что произошло?» В 1991 году исследователи обнаружили на дне Бермудского треугольника 5 самолетов, рядом друг с другом. Торпедоносцы Avenger именно такого типа, как Рейс-19, но не Рейса-19. Серийные номера не совпали. Это были другие самолеты. Где-то на дне лежат еще 5. Их до сих пор не нашли. Теперь о гексагональных облаках. В 2016 году метеорологи из Университета Колорадо опубликовали исследование. Над Бермудским треугольником уникальные облачные формации. Шестиугольные. Правильные шестиугольники. Диаметр от 30 до 90 километров каждый. Внутри этих облаков воздушные взрывы. Ни молнии, ни гром. Взрывы воздуха. Скорость ветра внутри до 280 километров в час. Это сила урагана 5 категории, без предупреждения, без видимых причин. Корабль в такую зону попадает и тонет за минуты. Самолет разрушается в воздухе, обломков не остается, их разносит. Объяснение убедительное. Но вот проблема. Такие облака образуются только над Бермудским треугольником и над морем Северного полюса. Больше нигде на планете. Почему именно здесь? Ответа нет. Теперь о магнитных аномалиях. Бермудский треугольник – одно из 2 мест на Земле, где магнитный компас указывает не на магнитный север, а на истинный. Второе место – Японское море Дьявола. Оба района в списке самых опасных для навигации. Это влияет на навигационные приборы. На GPS не влияет, но рейс 19 исчез в 1945 году. До GPS. Только компас, только звезды, только радио. И все это перестало работать. В 2023 году военно-морской флот США провел засекреченную операцию в этом районе. Официально плановые учения. Но 3 независимых источника сообщили об обнаружении на дне аномального объекта. Симметричной структуры площадью около 4 квадратных километров. Данные засекречены. Участники операции подписали соглашение о неразглашении. Один из них нарушил его. Анонимно. Он описал объект как слишком правильный для природного образования. Что это? Никто не говорит официально, но давайте сложим все, что мы знаем. Подводные структуры у Кубы, дорога Бимини возрастом 10 тысяч лет, гексагональные облака только над этим районом, магнитная аномалия, засекреченные данные 2023 года. Официальная наука объясняет каждый факт по отдельности, но ни разу все сразу. Потому что если сложить все вместе, объяснение одно – здесь что-то есть, было или до сих пор есть. Атлантида – слово, которое официальная наука не произносит всерьез. Платон описал ее в 360 году до нашей эры. Остров-цивилизация в Атлантическом океане. Высокоразвитая, могущественная, исчезнувшая за одну ночь. За тысячи лет никто не воспринимал это как реальность, пока не начали находить города на дне, пока не начали находить дороги возрастом 10 тысяч лет, пока данные не начали засекречивать. Карта Перерейса изображала Антарктиду за 307 лет до ее открытия. Подводный город у Кубы существует, дорога Бимини существует, Бермудский треугольник поглотил сотни кораблей и самолетов. Все это реальные факты. Официальное объяснение есть для каждого, но не для всех вместе. Что скрыто на дне Бермудского треугольника, мы не знаем точно. Но данные засекречены, исследования закрыты, ученые молчат, а объект на дне никуда не делся. Что думаете вы? Напишите в комментариях. И подпишитесь, потому что в следующем выпуске мы разберем находку, которая перевернет все, что вы знаете о Древнем Египте.